Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим об одной из самых больших трагедий в истории человечества – о катастрофе на Чернобыльской АЭС. В ночь на 26 апреля 1986 года на электростанции произошел мощный взрыв. Облако радиации прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы и восточной частью США. Из-за загрязнения сотни тысяч человек покинули свои дома. Катастрофа потрясла весь мир и оставила неизгладимый след в памяти поколений. Но что мы знаем о Чернобыле на самом деле? В этом видео мы расскажем вам о лучших правдивых фактах, которые не только удивят, но и заставят задуматься о том, как важно учиться на ошибках прошлого. Вы узнаете реальные факты, связанные с аварией, поймете, что происходит в зоне отчуждения сегодня и как природа постепенно восстанавливает свои ресурсы. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Факт номер 1. Причиной аварии на ЧАЭС стал плохо спланированный эксперимент и проектные несовершенства станции. 25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС должны были экспериментально остановить 4-й энергоблок, чтобы изучить возможности использования инерции турбогенератора станции в случае потери электропитания. Несмотря на то, что технические обстоятельства не соответствовали плану испытания, его не отменили. Эксперимент, который начали около часа 23 минут ночи, 26 апреля превратился в трагедию. В результате 2 тепловых взрывов 4-й реактор был полностью разрушен. Это был самый молодой и самый современный реактор ЧАЭС. Его запустили только в 1984 году. Факт номер 2. Чернобыльской катастрофе присвоили 7 баллов из 7 возможных по международной шкале ядерных событий ИНЭС, что сделало ее крупнейшей техногенной катастрофой тех времен. Следует отметить, что 7 баллов также присвоили аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 году, где в результате землетрясения тоже произошла катастрофа. После взрыва на 4-м энергоблоке интенсивный пожар продолжался 10 суток, что привело к колоссальному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. В результате было выброшено в сотни раз больше радиации, чем от взрыва атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Более 140 тысяч квадратных километров территории были подвержены радиоактивному загрязнению, а ядерные дожди дошли даже до Ирландии. Факт номер 3. Больше всего от катастрофы пострадала не Украина, а Беларусь. Чернобыльская атомная электростанция расположена на территории Украины в 4 километрах от города Припять, 15 километрах от города Чернобыль, в 160 километрах от Киева и рядом с белорусской границей. Да, на Земле нет такого места, где бы не оставило свой след радиоактивное облако, зараженное Чернобыльской катастрофой. Однако на долю Беларуси пришлось около 60% вредных выбросов. Факт номер 4. Власти СССР собирались скрыть масштабы катастрофы. Первой подняла тревогу Швеция. Утром 28 апреля 1986 года система безопасности шведской АЭС «Форсмарк» сообщила о высоком уровне радиации. Когда специалисты выяснили, что это не связано с самой станцией, то пришли к выводу, что ветер принес опасные частицы из СССР. Попытки узнать о ситуации на ЧАЭС были тщетными, поэтому Швеция пригрозила запросом в Международное агентство атомной энергетики. Под давлением европейских политиков СССР был вынужден сообщить о катастрофе. Жители Союза узнали об аварии лишь вечером 28 апреля. Вероятно, об этом пытались бы умолчать дольше, если бы не шведы. Да и понять масштаб катастрофы из официального сообщения было невозможно. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Такое объявление услышали телезрители главной в СССР программы «Новостей. Время» вечером в 21:00 28 апреля. До этого момента за 2 предыдущих дня люди, которые жили рядом со станцией, не раз успели прогуляться на улице, в парке, даже рядом с местом аварии, чтобы хоть одним глазом взглянуть на реактор. И только через 2 часа после объявления около 50 тысяч жителей Припяти были на автобусах вывезены из этого места навсегда. Всего в апреле 1986 года из 30-километровой зоны вокруг станции вывезли более 115 тысяч местных жителей. Факт номер 5.
Greenpeace утверждает, что авария на ЧАЭС стала причиной смерти от рака около 90 тысяч человек во всем мире. Доклад, посвященный последствиям атомных аварий Чернобыля и Фукусимы, Greenpeace опубликовала в марте 2016 года. В то же время официальные данные говорят только о 31 жертве, которые погибли непосредственно от взрыва на 4-м блоке Чернобыльской АЭС. Однако оценить количество людей, которые заплатили своей жизнью и здоровьем за аварию, гораздо сложнее. Расхождения в оценках на самом деле огромны, а зарегистрированное количество поздних смертей из-за катастрофы колеблется от 4 до 9 тысяч, по данным ООН и ВОЗ. Но нереальных 985 тысяч человек, по данным независимых исследователей. Последняя цифра также учитывает сотни тысяч людей, умерших в следующие несколько лет от онкологических заболеваний и лучевой болезни, а также от психических расстройств. Статистика действительно ужасает. Факт номер 6. В 2 километрах от Чернобыльской АЭС находится рыжий лес. Изначально он не был рыжим, но именно непосредственная близость к эпицентру печальных событий 1986 года сыграла с ним злую шутку. После аварии на станции гигантские выбросы радиоактивной пыли с помощью порывов ветра покрыли близлежащую лесополосу. Именно эта пыль моментально уничтожила деревья. Сосны просто выгорели от высочайшего уровня радиации и резко изменили цвет с зеленого на необычный для них красноватый оттенок. Кроме того, что мертвые иголки стали очень опасными, начались необратимые процессы разрушения экосистемы вокруг. Чтобы избежать еще большей катастрофы, было решено срубить и закопать деревья, но это была ошибка. На архивных фотографиях видно, как ликвидаторы вручную срезают деревья бензопилой без спецодежды. Вы уже догадались, к каким последствиям привело такое халатное отношение к безопасности работников. Но даже это не вершина безрассудства. Глубина траншей, в которые были брошены срубленные деревья, составляла всего 1,5–2 метра, в месте, где расположены подземные воды. Это привело к попаданию опасных радионуклидов в бассейны Припяти и Днепра. Таким образом, процедура обеззараживания леса только усугубила экологические проблемы. Факт номер 7. Чернобыльская зона – место, которое осталось вне времени и вне контроля людей. После катастрофы на атомной электростанции 30-километровая зона отчуждения стала символом человеческой ошибки и примером огромного экологического кризиса. Тем не менее, есть и плюсы. После аварии около 90% зоны отчуждения никак не использовались человеком. Где нет человека, животным и растениям лучше. В течение первых лет 5 произошла перезагрузка экосистемы, а уже потом началось ее восстановление. Со временем область, попавшая в списки самых загрязненных, превратилась в уникальное место с процветающей популяцией волков, оленей, бобров, орлов и других животных. Выходит, люди вредят планете больше, чем радиация? Кроме того, в 2016 году был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Заповедник занимает 2/3 от всей площади зоны отчуждения и является единственной природоохранной территорией в мире, расположенной в радиационно загрязненном районе. Он был создан для сохранения местной флоры и фауны, реабилитации загрязненных радионуклидами территорий, стабилизации гидрологического режима и проведения научных исследований в области природы и экологии. Сегодня жить в зоне отчуждения все еще незаконно, да и попасть сюда просто так нельзя, только по спецпропускам. Тем не менее, в зоне отчуждения на различных объектах работает около 10 тысяч человек. Кроме того, есть здесь и самоселы – люди, которые, несмотря на запрет, самостоятельно вернулись в опасную зону после аварии. В основном это пожилые люди, которым по 60–80 лет. Они до сих пор обрабатывают землю, на которой жили их предки. По разным источникам, общее количество вернувшегося в зону отчуждения населения в 1986 году составляло около 1200 человек из 100 тысяч эвакуированных. По состоянию на начало 2007 года там проживало 314 человек. Но почему люди вернулись? Во-первых, власти заявляли лишь о временной эвакуации сроком до 3 месяцев, поэтому часть эвакуированных вернулась в свои дома уже осенью 1986 года. Во-вторых, не все смогли прижиться на новом месте и в столь солидном возрасте начать жизнь с нуля. Факт номер 9. К ноябрю 1986 года над 4-м энергоблоком ЧАЭС было построено изоляционное сооружение, которое получило название «укрытие» или «саркофаг».
В мире аналогов нет. Саркофаг уникален во всем. Во-первых, он накрыл разрушенный взрывом ядерный реактор. Во-вторых, он построен на основе инновационных строительных решений. В-третьих, саркофаг строили в крайне опасных радиационных условиях. Планировалось, что саркофаг прослужит 30 лет, но довольно быстро оказалось, что даже это защитное сооружение, на строительство которого ушло сотни тысяч тонн бетонной смеси и металлоконструкций, не выдерживает адского дыхания разрушенного реактора. Он покрылся щелями и трещинами и стал негерметичным. Поэтому в апреле 2012 года начались работы над сооружением нового укрытия. Так, над старым саркофагом был построен еще один купол, получивший название «Новый безопасный конфайнмент» – НБК. Новый объект представляет собой стальную конструкцию с размером основания 260 на 165 метров, высотой 110 метров и весом 36,2 тысячи тонн. Под ним поместился старый саркофаг и вспомогательные сооружения. 10 июля 2019 года НБК был введен в эксплуатацию. Он должен гарантировать безопасность укрытия на ЧАЭС до 2120 года. Факт номер 10. ЧАЭС не остановила работу сразу после аварии. Только в 2000 году электростанция прекратила производить электроэнергию. Именно тогда остановили последний рабочий блок, но саму станцию не закрывали, она продолжила работать. С 2000 года на ЧАЭС продолжается процесс снятия с эксплуатации этого объекта. Это означает, что на АЭС начали демонтировать оборудование и системы. Также начали строить инфраструктуру, которая позволит безопасно обращаться с радиоактивными загрязненными материалами. Сейчас на ЧАЭС все еще работают более 2500 человек. До 2028 года здесь будут продолжаться работы по консервации энергоблоков. Ожидается, что только к 2064 году станцию удастся полностью снять с эксплуатации. Факт номер 11. В Чернобыльскую зону можно будет вернуться жить. По прогнозам экс-министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, через 50-60 лет радиоактивность элементов и конструкций в регионе значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы уберут в геологическое хранилище. Люди смогут поселиться в 30-километровой зоне отчуждения без каких-либо ограничений. Однако 10-километровая зона навсегда останется непригодной для жизни. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь с нами в комментариях, какой факт о Чернобыле удивил вас больше всего.